Всем привет! Это 4-й урок серии роликов Теопортал для чайников. И сегодня мы узнаем, что такое PLC Tags и элементы Set и Reset. Для этого нам нужно сесть за компьютеры, открыть программу Теопортал и открыть наш проект. Итак, вот я открыл новый проект и создал обычную схему с нормальным открытым контактом I00 и с выходом Q00. И сегодня я хочу вас познакомить с такой вещью, как PLC Tags. Что это такое? Давайте обратим внимание на то, что под адресами, соответственно, I00 и Q00, у нас написано TAG1 и TAG2. Что это такое? Давайте попробуем добавить еще один, допустим, нормально открытый контакт. Напишем сюда адрес. И видим, что появилось TAG3. Соответственно, дальше у меня будет написано TAG4, TAG5 и так далее по возрастанию. Что эти надписи означают? Давайте зайдем в такой раздел, как PLC Tags, и посмотрим Show All Tags, то есть все таги. Эти таги – это название наших переменных. Вот у нас напротив располагается адрес, тип данных, булевая, и в какой таблице тагов находится. PLC Tags – это таблица символов. Или, проще говоря, это название нашей переменной. Давайте назовем, например, первый нормально открытый контакт кнопка 1. Тут, допустим, напишем лампа. И 0.1 у нас будет кнопка 2. И лишний таг мы один удалим. Все переменные, которые вы создаете, у вас, соответственно, появятся в нашей таблице символов. И теперь вы видите то, что под нашими адресами уже написано не TAG1, TAG2, а новые названия. Это более удобные названия, и теперь я буду понимать, под каким адресом у меня что находится. Это еще удобно в том случае, когда у нас очень огромная программа и у нас очень много нетворков. Мы где-то, допустим, внизу на 50-м нетворке, и мы не помним, какой у нас адрес, то есть к какому адресу у нас подключена кнопка 1. И мы можем сделать следующим образом. Мы можем взять нормально открытый контакт и писать сюда не адрес, а уже название нашей переменной. То есть в данном случае кнопка 1. И видите, она уже у нас выходит здесь в списке. Нажимаю Enter и вижу, что у меня автоматически появился адрес 00. Это то, что касается таблицы символов. Ею обязательно нужно пользоваться для нашего же удобства. Ну а теперь перейду к новой теме. Это Set и Reset. Представим такую ситуацию. У нас есть кнопка, и нам нужно включить лампу. Давайте вспомним, как это работало ранее. Итак, запустилась наша программа, и давайте вспомним. Я нажимаю на вход I00 и вижу, что мой выход загорелся. Но здесь есть маленькая загвоздка. Поставленная галочка здесь обозначает, что сигнал постоянно поступает на вход I00. Если это у нас кнопка, то значит она в нажатом состоянии. То есть человек нажимает кнопку и не отпускает ее. Соответственно, если он отпустит, наша лампа выключится. А что, если нам нужно включать нашу лампу или какой-либо другой предмет на очень долгое время? Человек не будет стоять там и нажимать данную кнопку 2, 3 или часа. Для этого и существует элемент Reset.
Мы уже познакомились с элементами, которые у нас находятся здесь. Как я говорил, это так можно назвать папка Favorites. Вот она. И сюда мы можем добавить любые другие элементы. А эти другие элементы мы можем найти как раз таки в Basic Instructions. Здесь у нас все наши элементы разделены по категориям. И категория, которая нам нужна, называется Bit Logic Operations. И если мы пойдем вниз, мы встретим знакомый нам уже здесь нормально открытый и нормально закрытый контакт. Not – это инверсия, наш выход. И вот мы дошли до Reset Output и Set Output. Здесь можно поступать двумя способами. Либо перетягивать его вот сюда и писать здесь адрес, но можно сделать намного легче. Нажимаем два раза на нашу катушку, и мы видим это знак равно. А мы можем выбрать S, то есть тот самый set. И у нас уже здесь установился set. Давайте проверим разницу с той программой, которая у нас была. Итак, я нажимаю ту же самую кнопку 1, которая находится на адресе i00. У меня аналогично загорается мой выход Q00 или лампа. И если я отпускаю данную кнопку, то у меня сигнал все равно остается на Q00, то есть на нашей лампе, то есть она продолжает гореть. Это то, что нам нужно было. Но как теперь мне выключить эту лампу? Я хоть сколько раз могу щелкать на кнопку I00, и у меня ничего не выключается. А чтобы выключить данную лампу, у нас есть второй элемент, который называется Reset Output или сброс. Таким образом, Reset у нас будет располагаться уже на другой кнопке. Устанавливаем здесь уже не set, а reset и получаем программу, в которой мы кнопкой 1 или адресом i00 включаем лампу и кнопкой 2 или i01 выключаем ту же самую лампу. Давайте проверим. Загрузилась наша программа. Переходим в режим RAM и включаем нашу лампу. Мы нажали кнопку, отпустили ее. У нас наша лампа работает сколько нам нужно. Приходим через определенное время и выключаем ее уже другой кнопкой на адресе I01. Выключено. А давайте посмотрим, что будет, если у нас две кнопки нажаты одновременно. Я нажимаю Set и нажимаю Reset. Как видим, на Reset у нас установлен приоритет. Соответственно, если две кнопки нажаты одновременно, то в приоритете у нас будет стоять Reset. Ну и давайте пойдем далее и посмотрим еще одни интересные элементы. Смотрите, у нас внизу есть SR, то есть Set Reset Flip Flop, и RS это Reset Set Flip Flop. Давайте посмотрим, в чем же их разница. Я начинаю с SR. Я перетягиваю, и мы видим, здесь уже есть два входа. На первый вход S мы подаем адрес I00 или кнопка 1, а на второй кнопка 2 I01. А вот здесь наверху мы пишем тот самый выход, которым мы будем управлять. Соответственно, он называется лампа. Давайте запустим новую программу. Давайте нажмем
на I00, который у нас располагается на входе S блока setReset. Как видите, наш выход Q00 загорелся. А если мы нажмем вход I01, который располагается на ресете, то наша лампа выключится. Соответственно, этот блок с SR у нас совпадает с той же самой схемой, которую мы делали немного ранее. А теперь давайте проверим элемент RS, который у нас был чуть ниже. Мы можем просто нажать вот сюда 2 раза и поменять его на RS. Теперь у нас на входе S кнопка 2 или I01, а на Reset у нас кнопка 1 I00. А управляем мы той же самой лампой Q00. Запускаем. Итак, у нас включается лампа с помощью нашего входа I01. Как видите, она включилась. А при одновременном нажатии на I00 наша лампа, несмотря на то, что мы нажали на R, то есть Reset, продолжает работать. Так вот, и в этом находится наша разница. При одновременном нажатии в блоке RS у нас приоритет находится на S. Как видите, вот эта единичка показывает приоритет, то что при одновременном нажатии приоритет располагается на S. А в аналогичном блоке только SR у нас единичка располагается напротив R. Соответственно, в этом блоке, как я уже показывал, приоритет при одновременном нажатии будет за ресетом. А зачем нам все это нужно? Где это можно применить? Давайте рассмотрим следующую ситуацию. У нас есть конвейер, по которому у нас будет двигаться бутылка. Бутылка движется при обнаружении первого датчика, и при обнаружении второго датчика конвейер останавливается, и бутылка, соответственно, тоже. Вот именно в данном случае у нас бутылка остановилась при нажатии на датчик 2, и именно в данном случае мы использовали блок setReset. А в следующем уроке мы познакомимся с математическими функциями и компараторами. До встречи! Does that make me crazy?